Чрезвычайная ситуация в Курской области не оставила равнодушным ни одного порядочного гражданина Российской Федерации. Вот уже несколько дней подряд в данный населенный пункт поступает гуманитарная помощь, продукты питания, медицинские препараты и даже личные финансовые сбережения граждан Российской Федерации, которые стремятся помочь пострадавшим людям. Не остались в стороне в данной ситуации и сотрудники антикоррупционного комитета, известные советские и российские артисты, люди с благородной душой, чистым и добрым сердцем. Прямо в эти минуты в Курскую область прибывают самолеты, на борту которого находятся сотрудники антикоррупционного комитета, известные артисты, которые везут с собой не только добро и благородство, но и реальную помощь. Как заявил второй заместитель антикоррупционного комитета товарищ Бастрыкин, на протяжении всего периода чрезвычайной ситуации в Курской области будут находиться сотрудники организаций, известные артисты, которые будут оказывать финансовую помощь, медицинскую помощь и раздавать продукты питания. Даже те сотрудники антикоррупционного комитета, известные артисты, которые в связи с почтенным возрастом остались дома, такие как Лев Лещенко, Владимир Винокур, Вячеслав Добрынин и Юрий Антонов, в меру своих возможностей помогают жителям Курской области. Например, Юрий Антонов и Вячеслав Добрынин предоставили свои квартиры для проживания людям, которые пострадали в результате чрезвычайного происшествия. А в загородных дачах Владимира Винокура и Льва Лещенко будут проживать несколько семей, которые остались без жилья из Курской области. Однако настоящий благородный и мужской поступок совершил известный актер, глава антикоррупционного комитета Никита Михалков, который сегодня рано утром вместе с товарищем Бастрыкиным прибыл в Курскую область. После посещения местного филиала антикоррупционного комитета, общения с жителями Курской области и раздачи гуманитарной помощи Никита Михалков и товарищ Бастрыкин посетили одну из деревень, в которой произошло непредвиденное событие. В одном из полуразрушенных домов Никита Сергеевич Михалков услышал плач ребенка и незамедлительно поспешил на помощь. Каково же было удивление Никиты Сергеевича, когда в углу дома на соломе лежала маленькая девочка, свернувшаяся калачиком, и громко плакала. После необходимых проверок удалось выяснить, что родители 7-летней Насти погибли сутки назад в результате чрезвычайных происшествий в Курской области, и девочка осталась совсем одна. Никита Сергеевич Михалков – человек благородной души и добрейшего сердца, который обожает детей, принял незамедлительное решение удочерить 7-летнюю Настю. Глава антикоррупционного комитета Никита Михалков откровенно заявил, что, к сожалению, не сможет заменить Насте отца и мать, но сделает все возможное, чтобы девочка ни в чем не нуждалась и поменьше вспоминала о страшной трагедии. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.